Мы просто старались сделать хорошие фильмы. Как можно что-то противопоставить «Звездным войнам» или «Крестному отцу»? А банда лесбиянок? Разведка боем. В России тогда можно было легко зарабатывать деньги. Вообще-то. Если собрать картину 90-х, кинематографическую, она совершенно прекрасна сама по себе. Начальная цена $100 000. Никто не хотел умирать. Но мы все равно будем делать кино. Давайте какую-нибудь движуху замутим. Здравствуйте! Журнал «Искусство кино» представляет второй выпуск «Круглого стола» о кинематографе позднесоветского и постсоветского периода. В этот раз наш круглый стол поддерживают наши партнеры Фонд современного искусства VAC Foundation. В фокусе сегодняшнего разговора кинематограф 90-х годов. Как цензура содержания сменилась цензурой денег. Сегодня в этом вопросе будем разбираться вместе с нашими гостями и участниками. Елена Михайловна Стешова, редактор журнала «Искусство кино» и автор нашего спецпроекта, посвященного постсоветскому кинематографу. Сергей Сельянов, продюсер и режиссер, глава студии СТВ. И Лариса Малюкова, кинокритик, автор «Искусство кино» постоянный, многолетний, обозреватель «Новой газеты», но также в данном случае нам важно, что составитель сборника книги «90-е. Кино, которое мы потеряли». А модерировать встречу буду я, Антон Долин, кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино». Процесс распада Советского Союза запускается в 1980-х с началом перестройки. В 1991 году из-за недовольства политикой Горбачева происходит августовский путч. Попытка государственного переворота, которая в итоге приводит к свержению действующей власти и распаду СССР. 25 декабря 1991 года Советский Союз заканчивает свое существование. Начинается новый этап истории России. Наш разговор состоит из нескольких глав и нескольких частей. И первая часть посвящена, собственно говоря, не каким-то индустриальным вещам, а просто тому, что это такое кино 90-х. Можно ли в России, можно ли говорить о том, что это некое цельное художественное явление? Или, может быть, в его раздробленности была тоже своеобразная цельность? Было ли что-то, объединявшее его с точки зрения художественной, и что объединяло его с точки зрения производственной? Сегодня тоже мы с трудом это вспоминаем. То есть даже словосочетание, которое стало почти что идиомой, кооперативное кино, что это такое, я думаю, что сегодня надо объяснять. Может, кто-нибудь возьмется и начнет для начала и объяснит, что это. Относительно того, было ли это целостное явление кино 90-х, естественно, я тоже делаю стойку, потому что это, так сказать, моя самая любимая тема. Это был абсолютнейший хаос, это был просто иррациональный взрыв. И, конечно, ни о какой целостности не могло быть и речи. Но вот что любопытно. Я, как человек, как бы, так сказать, романтически идеалистического плана, все время алкала этой целостности, и мне по дуре казалось, что вот чего-то обязательно выстроится. И вот, скажем, 95-й год, и в конкурсе «Кинотавра» появляются 3 таких фильма. «Мусульманин», Хотиненко и Золотухи, ныне покойного, значит, Рогожкинская знаменитая картина «Особенности национальной охоты» и уважаемого Сергея Михайловича картина «Время печали еще не пришло». 3 картины. Все 3 картины рефлексируют русскую идею. И мне кажется, вот это то самое, что сейчас начнется, и дальше начнется какое-то продолжение, а потом наступает осень 95-го года. Я в Венеции, и в Венеции в конкурсе присутствует один, еще советский фильм, который называется «Русская идея». Автор сценария Ковалов, режиссер Сельян. И на том все и кончилось. Все мои ожидания, что вот мы вырулили, и сейчас мы начнем рефлексировать русскую идею о том, что это такое, что с нами случилось. Это даст нам возможность понять, на каком мы свете и что мы должны делать дальше. Ничего подобного. Все рухнуло. И таких фальстартов потом, по 90-м, был не один и не 2. Окей,
с одной стороны, совершенно понятно, откуда берется вот эта вот идея русской идеи, потому что интернациональный огромный СССР рухнул, его больше нету, и теперь мы Россия. И раз мы Россия, мы должны иметь что-то свое, какой-то вот стержень. С другой стороны, поиски русской идеи за последние 25 лет, мне кажется, не увенчались ничем. Само словосочетание стало одиозным и почти потеряло какой бы то ни было смысла, потому что каждый вкладывает в него что-то свое. Вот. И кажется, что это какие-то уже такие националистические, протонацистские идеи в это вкладываются. Настолько это уже опустело. С другой стороны, хаос, о котором сказала Елена Михайловна, безусловно, ну, мы все знаем и согласимся в том, что для творчества хаос — это очень позитивно всегда. Даже если это, ну, разруха, из разрухи должны вырасти какие-то новые... Сергей, изнутри ситуации, вам, как молодому режиссеру и молодому продюсеру, это казалось ситуацией скорее катастрофической или скорее классной? Вот что все упало, цензуры никакой нету, давайте какую-нибудь движуху замутим. Говорить про 90-е, ну, по одной передаче, это примерно то же самое, что говорить про Египет в категориях среднее, ну, Египет, Древний Египет, там, Нижнее царство, Среднее царство. Да. Каждый год, вот можно делать передачу 90-й, потом 91-й, потом 93-й, середина 93-го, потом и так далее. Абсолютно точно. Очень... Сейчас трудно себе это представить. Но менялось все от там, способа производства, инвестирования, ну, проще говоря, поиска денег, возможностей каких-то неденежных, в том числе производства фильмов, правила игры с телевизионными каналами, ну, там, которые тоже формировались и тоже пытались вылепить себя. Найти. И когда я свой фильм «Духов день» вдруг оказалось, ну, не только для меня, для, собственно, всех, в каком-то примерно 93-м, 92-м году, то есть уже не было Советского Союза, не было ничего. Вдруг оказалось, что их можно продавать, то есть канал готов платить аж $2000 за фильм. Это было какое-то прям необыкновенно странное событие. Ну, надо объяснить нашим слушателям, зрителям, это было впервые все. Этого до этого не бывало в нашей стране. Это сейчас кажется, что как будто бы режиссер какой-то такой глупый не понимает, что... Но никто, ни люди, которые делали телевидение, ни которые делали кино, они все делали это впервые. Да, телевидение просто брало фильмы, показывало, как им там нравится. Потому что в Советском Союзе так было. Представление об авторском праве надо было тоже формировать с нуля. Да. Это все и профессия продюсера, которая в Советском Союзе, конечно, существовала. Она была коллективной. Это были творческие объединения студий. Это было Госкино, такая ступенчатая такой продюсер, и ЦК, КПСС дальше. Ну и политбюро в каких-то отдельных Вертикаль случаях. власти, довольно отчетливо. Да, но это, тем не менее, вот такая продюсерская команда. Так скажу, да, то есть это все было. Но, разумеется, с другим наполнением, с другими правилами, прежде всего идеологическими, конечно, потому что в смысле бизнеса там все было, в общем, в этом отношении мало что менялось. Могу только сказать, что в конце Советского Союза кино стало убыточным, впервые советское, которое долгое время было серьезной статьей экономики, спасительный там для регионов в целом ряде случаев, но уже стало терять эти позиции. А в 90-м, ну, если 90-е отчитывать от 90-х, то, в общем, никакого рынка вообще не было. Кинотеатры уже закрылись практически все, у них, как известно, а может быть, кому-то из наших зрителей неизвестно, они были переоборудованы под мебельные салоны и автомобильные салоны. Большие пространства в кинотеатрах. Это были большие однозальники в основном. То есть не было ничего, кроме... Не было, кстати, и государственных органов какое-то время. Госкино СССР прекратило свое существование. Госкино России еще не было создано. И, в общем, это все в таком состоянии какое-то время пребывало. Никаких правил, никаких денег, никаких каналов реализации, ничего, кроме желания страстного, основанного на любви, какого-то количества кинематографистов, которые все равно хотели это делать. Там возникло кооперативное кино, с которого мы начали беседу. Представление о новом, ну, назовем его, капиталистическом пространстве было не только... Оно отсутствовало у всех почти поголовно, что это, собственно говоря, такое, в том числе и у кооператоров.
которые заработали довольно большие деньги на джинсах, компьютерах, и вот на всех чудесах западного мира, которые вдруг к нам пришли. И на этом можно было зарабатывать и очень много. Они эту нишу освоили. Дальше им захотелось чего-то другого. В их представлении кино у них было детским, навеянным, естественно, американской моделью, что кино — это золотой дождь, безусловно, это огромные доходы, прибыли, что это, конечно, лазурные берега, Оскары, красные дорожки, безусловно. Любимые девушки в Ну и главных ролях. артистки, да, тоже приятно. Под руку с двумя блондинками. Ну, что прекрасней. Некоторым нравились брюнетки. Ларис, скажи, пожалуйста, а вот если попробовать, ну, понятно уже, что вот мы художественно сказать, что такое было кино 90-х, допустим, это невозможно, русское. Давай тогда по-другому. С чего оно, по-твоему, началось художественно? Не хронологически, а вот какие фильмы стали первыми, совсем как бы не советскими, фильмами новой эпохи и новой страны, нового общества? Ну, как любое большое явление, кино вот такого огромного периода всегда начинается раньше. Есть всегда предвестники. Предвестниками кино 90-х стали фильмы, вот последние фильмы советской эпохи, главные фильмы, это такие картины, как «Покаяние», «Проверка на дорогах», «Ас». Они все вышли вот так все вместе. И «Маленькая Вера». Вот 4 картины в разных направлениях в каком-то смысле задавали векторы развития новому кино. Это кино не подцензурное. Если говорить о каких-то... Вот Леонид Михайлович сказал о хаосе, да, конечно. Но при этом... И, конечно, деление, Сергей Михайлович сказал вот про каждый год. Там были разные взлеты, можно как-то определить. Начало 90-х была одна атмосфера, середина другая, конец 90-х. Как страна менялась, менялся кинематограф. Но при этом надо сказать, что у кинематографа 90-х была еще какая-то своя особая миссия. В связи с тем, что, да, система проката умерла, кинотеатры практически их не было, именно эти фильмы, именно эти режиссеры в большом количестве, я говорю о не кооперативном кино, а о настоящем авторском, серьезном кино, которого было очень много. И я очень не люблю, когда говорят вот 60-е расцвет кинематографа, там, не знаю, еще какие-то годы. На самом деле, если собрать картину 90-х, кинематографическую, она совершенно прекрасна сама по себе, на мой взгляд. И очень многие режиссеры, которые работали в это время, когда вот мы создали вместе с моими коллегами, со всеми этот проект «Кино 90-х», кино, которое мы потеряли, очень многие были потрясены той картиной, смысловой, прежде всего. Но самая еще очень важная вещь — кино развивалось в это время как киноязык, пластической. Каждый режиссер, мы можем просто брать эти картины от, не знаю, «Облака Райдосталя» до картин Германа и так далее, картин Селина. Они все занимались поиском того, как выразить кинематографическими средствами то важное, отрефлексировать то время, в которое они попали. А ведь, кроме того, были ведь люди, которым перекрывали кислород в советское время, и сейчас они, будь то Кира Муратова или Сакуров, они начали снимать. А при этом, Антон, очень громкие режиссеры с хорошими уже карьерами, вот это страшно интересная вещь. Именно в 90-е сняли свои, если не лучшие, то свои самые странные, самые авторские картины. Как Шахназаров «День полнолуния», потрясающий фильм. Как Михалков «Урга», удивительный фильм. Они сняли и огромный успех международной «Урги» — это победа на Венецианском фестивале. Это без денег, без таких золотых потоков картины снимались. Ну и не будем забывать, что, собственно говоря, «Утомленные солнцем» последняя, такая не знаю, бриллиант в короне Михалкова, действительно дико успешный фильм, и «Оскар», и «Гран-при» в Каннах — это середина 90-х годов. Тех самых 90-х годов, которые, априори людям, которые не очень в это вникают, на расстоянии кажутся временем какого-то упадка. Я уж не говорю про тех режиссеров, которые вообще сняли, может быть, одну свою картину,
При том, что у них, может быть, есть еще фильмографии, фильмы другие или нет, как «Баблуани», как Карен Оганесян, «Пеги пес, бегущий краем мел». У него еще есть какие-то другие картины, но эти картины прозвучали как какой-то мощнейший всплеск авторского кино. И на «Кинотавре», помните, когда он получил гран-при там, в этом категории, как она называлась, кино для избранных. Для избранных. Кино Да. не для всех. Кино не для всех. Хотя это кино сегодня для всех. Да, кино не для всех. Этот дурацкий штамп тоже родился, конечно, именно Я в могу свой ответ дать на 90-е. этот вопрос. Да, конечно. Почему так? Да. Коллеги, мне кажется, что вы прикоснодушествуете. Вы Я невероятно... прикоснодушествую, я. Нет, вы оба, и Антон тоже подключился. Вы создаете просто какой-то совершенно замечательный образ 90-х. Я, например, с этим совершенно не согласна. И прежде всего потому, что возникали иногда вот какие-то островки каких-то неожиданных совершенно картин. И, кстати говоря, в 91 году одну из лучших своих картин создали Абдрашитов с Миндадзе, который назывался «Армавир». Эту картину никто не понял. О ней нет ни одной вообще более-менее рецензии, которая бы трактовала эту картину. Но теперь-то ясно, про что это была картина. Да? Дело в том, что очень характерно для 90-х годов. 90-е годы всячески отталкивались от реальности, которая их окружала. Потому что никто не понимал, что это, что означает эта пустыня реального и как с ней работать. Вот вам, пожалуйста, что пишет... Давайте сошлемся на какие-то авторитеты. Вот Дмитрий Мамуля, который является художественным руководителем Московской школы кино. Самая большая проблема российского кино заключается не в отсутствии ремесла, а в отсутствии действительности в кино. И фильм не зависит от сценария. Этот вой в индустрии о том, что у нас отсутствует драматургическая составляющая, драматически правильной истории неуместен. Тут не в драматургии дело, а в том, что некий внутренний объектив не может поймать действительность. Надо навести правильный фокус на реальность. Это главное, чем мы занимаемся. Нечаянно мне выпало, не знаю, из компьютера. Это вот, как бы, так сказать, просто подтверждает мои размышления. Мне кажется, что драма 90-х, за исключением только, может быть, нескольких фильмов, которые схватили вот главное, что составляло тогда духовное состояние наше, да? Я не знаю, я обожаю «Братьев», особенно «Брата 2». Я тут даже на медне написала заметку, которая называется «Апология брата». О чем ты не знаешь. Это уже на моей совести. Я готова отстаивать, хотя знаю, что многие мои коллеги не принимают по принципиальным соображениям картину 2, «Брат 2». Я, например, всегда буду ее поддерживать. И таких картин-то было очень мало. Но ты права в том, что появлялись вдруг неожиданно какие-то, артефакты, скажем так, да? Тот же «Пеги пес», «Бегущий краем моря», или там «Бесконечность» Хуцгила. Она тоже появилась в 90-е годы. Естественно, ее никто не оценил, но это очень крупная картина. Во всяком случае, там 3 гениальных эпизода, это точно. И еще целый ряд картин. Но главная эта драма была в том, что картины были, но не было процесса. То как я его понимаю? Потому что процесс... Всякий процесс, литературный процесс и кинопроцесс, это все-таки какое-то внутреннее взаимодействие, которое невидимо вот так вот глазом, но кинокритик и специалист, искусствовед, он его видит, вытаскивает. То есть оппозиции, согласия, отталкивание друг от друга, все это должно выстраиваться в пазл. Ничего не выстраивалось. Я соглашусь с тем, мы об этом сейчас будем говорить во второй части, что была довольно трагическая пропасть, которая только увеличивалась с самого начала, возникнув между, собственно говоря, аудиторией и людьми, которые делали кино. Мы начали с людей, которые делали кино, с самих фильмов. Мне кажется, что то, о чем вы сказали, процитировав Диму Мамули,
о запрете на действительность в гораздо большей степени характерно для наших дней, для кинематографа последнего десятилетия. Если говорить о 90-х, то я вспоминаю фильмы Юрия Мамина, например, «Фонтан», потом «Бакенбарды», и даже его фильм «Окно в Париж», который был фильмом как бы побега в другую реальность. Этот побег был из этой реальности, показан там довольно выразительно. Я вспоминаю, конечно, фильмы и Рогожкина, и Балабанова, которые, да, показывали реальность, в Еще которой «Блокпост», мы кстати, существовали. Рогожкин. «Блокпост», безусловно, очень яркая картина. Вот. Были и другие фильмы, и мне кажется, что как раз в 90-х годах режиссеры, сценаристы очень старались показать мир, который был вокруг них, найти для него адекватную форму, потому что они привыкли, что в советское время было огромное количество запретов на эту реальность, и вот эти запреты сняли. И надо было понимать, что с этим делать. Возникло много парадоксальных результатов. Попытки таких как бы политических фильмов, которые устаревали на следующий день, попытки эротического кино, которое в сравнении с западными образцами потому что раньше было нельзя, да, теперь совершенно можно, верно. И это как бы, эта правда окопная, она оказалась какой-то не очень востребованной. Но была и другая художественная правда, которая все-таки, наконец, попала на экраны. Сережа, что вы думаете? Для меня начало такого российского кино, оно довольно с определенными картинами связано, с определенным временным периодом. Это «Особенность национальной рыбалки», «Вор» Чухрая и «Брат» Балабанова. Вот это три картины, которые прозвучали, которые были, две из них прям сегодняшние, связанные с реальностью, о которой мы только сейчас говорили. «Вор», да, она такая, не историческая, действие происходило не в 90-е, историческое, наверное, не всем правильно называть. Вот. Но это три картины, яркие, заметные, самостоятельные, в которых пуповина, которая связывала с российским кинематографом, она уже не имела значения. Даже дело не в пуповине, это что-то живительное. Советском, да. Да, вот это действительно очень многие режиссеры, и почему, в частности, процесс этот самый, он не происходил, потому что многие великие советские режиссеры не знали, что делать. Они привыкли работать под давлением, на реакции, на реактивности. Эзопов язык и все такое. Который оказался вдруг вообще не нужен никому. Эзопов язык просто рухнул. Строили десятилетиями. Вот это я могу говорить, то есть могу, в смысле могу, не могу. А что говорить? Что? И поэтому относительно молодые как-то им было легче в этом смысле. Они ничего не говорили в советское время, у них не было такой возможности. И тут как-то они как могли. И цензуры выступили. не было практически. И цензуры не было, да. И не было... даже то, что ты назвала, ИАСа, это, безусловно, были... Я согласен, что это были предтечи, но это и покаяние, тем более, это были разборки все равно с советской властью. И многие фильмы, которые вышли сразу после 90-го или в конце 80-х, она, конечно, кто-то боролся с советской властью, кто-то реализовал те проекты, которые не мог в советское время по цензурным соображениям реализовать, и он их реализовывал, но они уже были вчерашние все равно. Да? Это было все равно с головой повернутой назад. Плюс просто то, о чем Антон уже сказал, просто свобода, значит, чернуха-порнуха. Были такие тоже, сленговые выражения. Да, надо. Вчера было нельзя, вот сейчас я вам покажу, как в этом было, как правило, очень мало художественности. Кооперативное кино, чтобы закруглить, оно, собственно, во многом на этих китах и стояло. И поэтому из 600 примерно кооперативных фильмов самое большое количество фильмов было снято в этот период. Ни Советский Союз, ни нынешний кинематограф столько не производит. Там около 800 фильмов, говорят, всего было снято. Примерно. Наверное, ты лучше 513 знаешь. подсчитывает Кудрявцев. Значит, минимум 600. Очень было, еще параллельно. Ни один из них в памяти народа не остался. Может, там как-то... Некоторые фильмы Эмрамджана пытаются фанаты... А банда лесбиянок?
Так, это вы свои любимые фильмы называете, давайте не будем. Вы все знаете. Видимо, сильное впечатление произвело в свое время. Их можно сегодня смело выпускать в прокат, глядишь, на каком-то хайпе это все прокатит, потому что никто их не видел, никто их не знает и все такое прочее. Возможности не было, собственно, кино дело дорогое, даже дешевое, даже совершенно на энтузиазме кино все равно требует денег, и процесс еще прерывался отчасти, не восстановился, отчасти еще и поэтому. Простая такая материальная, я бы сказал, причина, просто очень трудно было это сделать. Снять кино. Когда я создал свою компанию, года 2 или 3, она просто существовала. У меня не было такой возможности. Я не унывал ни разу, мне это казалось естественным, и это меня не угнетало. Я как лягушка сбивала это молоко, взбивал, года 3, а толку от этого никакого. Результат потом появился. Друзья, мы сейчас сделаем маленькую паузу. Прежде этого я должен сказать, видимо, уже закидывая удочку вообще в наш следующий круглый стол, даже не в этот. То, что, да, люди осмысляли реальность 90-х, кто как умел, но Сережа очень правильно сказал, очень тонко насчет разборок с советским прошлым. Покаяние-то это понятно, это еще не было прошлым тогда. И фильм именно о том, как ты пытаешься что-то похоронить, а оно лезет обратно из могилы, кто-то выкапывает. И этот образ, который казался немножко таким архаичным, когда Абуладзе его представил, он до сих пор жив-здоров, этот образ. Потому что, когда я думаю о некоторых фильмах 90-х, когда никто к этому не обязывал, ведь многие из них, причем самые яркие, были связаны именно с разборками с советским прошлым. Как «Прорва», например. Это «Прорва» Ивана Дыховичного, это «Чекист» Рогожкина, это «Вор» упомянутый, это «Утомленные солнцем», и это завершивший это десятилетие «Хрусталев машину». «Вор» не про разборку с прошлым. Конечно, нет, безусловно. Это выворотка баллады о солдате. О каком солдате, каких времен? Все-таки это история альтернативная тому, как в СССР это рассказывают. Хорошо, давайте сейчас не входить в эти детали, мы поставим здесь многоточие и перейдем к следующему этапу нашего разговора. К 1990 году механизмы командно-рыночной экономики перестают работать. Нужна смена курса. С 1991 по 1992 год правительство Егора Гайдара создает базовые институты рыночной экономики. Отныне в России свободное ценообразование и конвертируемая валюта. Свои процессы начались и в киноиндустрии. Массовая приватизация кинотеатров, распространение моделей нелегальной дистрибуции и появление кооперативного кинематографа. В третьей части разговора нашего мы будем говорить о том, как это снова начало работать. Но пока что давайте поговорим об этом переходном периоде. Я думаю, что для многих из наших зрителей просто совершенно непонятно и неясно, почему, когда был такой бум, исчезла цензура и так далее, люди не ринулись смотреть эти новые русские фильмы, где наконец-то была правда, свобода, секс-порнография и все, чего душе угодно. Ответ есть один, как минимум, очень простой. Россия советская была отрезана от мирового кинематографа. Два фактора. Исчезновение этого железного занавеса, в том числе культурного, и дешевизна, собственно говоря, техники. Каждый человек мог себе позволить купить видеомагнитофон. Они были дешевые, китайские. Не сразу, постепенно. Не сразу, постепенно. но довольно-таки скоро. До того, как каждый мог позволить, открылись видеосалоны. Люди могли пойти на одном видеомагнитофоне все смотреть. Я вот так смотрел фильмы с Чаком Норрисом и Брюсом Ли со своим младшим братом. Тоже где-то там в 90-м году, допустим. Я смотрела «Омен». «Омен», да. Фильмы ужасов, боевики там были. Прежде всего, коммерческие, конечно, фильмы. Потом у всех появились свои видеомагнитофоны, и на каждом углу каждого города стоял киоск, где продавалась даже не дешевая водка, хотя водка тоже бывала, а были штабеля кассет. На одной кассете, там 3 часа, там помещалось 2 фильма. И рядом могли быть какие-то там ненасытные лесбиянки из прошлого и новый фильм там Квентина Тарантино, который, впрочем, могли бы подписать другим режиссерам. Все это самодеятельно переводилось, и у людей открылся доступ не просто к современному кино, которого они не знали, не смотрели, но ко всей истории кинематографа. Люди же тогда впервые смотрели и «Звездные войны», и фильмы Спилберга, и «Крестного отца», и вообще все. И, конечно, на фоне этой сокровищницы, что бы ни делали новые русские режиссеры, это не было настолько интересно, это не было настолько нужно. Что оставалось делать тем,
кто снимал русское кино. К чему они обращались, чем и как они выживали. Давайте попробуем на этот вопрос ответить, что давало им внутреннюю силу вообще продолжать работать, кроме того, что у них в дипломе было записано кинорежиссер, допустим. Да и не у всех было записано, как мы знаем. У вас такая эффектная картина, но она состоит из таких более мелких акварельных зарисовок. Вот такая вот бытовая зарисовочка. Вот что происходило с русским кино и со зрителем. Это было еще, я не знаю, это был 89-й, 90-е, вот такие годы. Тогда еще редакции на амбарные замки не запирались, двери были открыты. К нам все время не зарастала народная тропа. Все время шли люди, которые спрашивали: скажите, пожалуйста, а вот где можно посмотреть российское кино? И вообще, где можно посмотреть какое-то кино? То есть сначала огромный интерес был к этому. Огромный, и главное дело, все были в непонятках, что вообще происходит. Потому что культура хождения, правильно, Илья Михайлович говорит, было хождение в кино. Люди же ходили в советское время, в очереди стояли. Конечно, это была культура определенная, хождение в кино. И вот этим, ну, слава богу, уже открылся киноцентр. И там что-то было. Ну, только-только, да. Да, и я обычно всегда вот их направляла, и даже если я знала, какие сеансы чего, и они, значит, благодарные уходили. Потом, конечно, иссякла эта очередь. Уже никто больше не ходил, ничего не спрашивал. Вот так все это начиналось. Мне кажется, что тут вот интересная вещь произошла. Действительно, у людей творческих, у настоящих художников, которые, как Сергей Михайлович говорит, ну, которые любили кино, и они любили то, чем они занимались. Они оказались в этом вакууме, в этой сложной ситуации отрыва от аудитории, и дальше выбор. А что делать? Либо уходить из профессии, либо искать возможности снять то, что ты хочешь снять. И вот в этой ситуации как раз возникали бескомпромиссные картины. Иногда. Такие, которые довольно много. Вот я все-таки не согласна, что я про авторское кино говорю. Вот авторское кино было очень интересное. И когда потом критики стали осмыслять этот процесс, вот он и возник процесс, как бы, может быть, пост, не в тот момент, когда люди снимали, а в осмыслении этого, возникла очень интересная картина мира. И авторы этого времени занимались прежде всего, как мне кажется, вопросом самоидентификации. Одна система рухнула, другая еще не возникла. И поэтому возникает самый важный вопрос. Вот Климов всегда говорил, мы бились, вот то, что Сергей говорил, мы бились в эту стену с советской властью, бились. Когда мы ее разбили, стена рухнула, и перед нами оказалось зеркало. И мы растерялись, мы не знали, что делать. И мы стали искать способ понять, кто в этом зеркале отражен. Поэтому главный вопрос был, кто мы, куда идем. И независимо от того, про какое время снимали авторы этого времени картины, про сталинскую эпоху, про войну как Герман, про современность, про попытку перешагнуть в будущее, иногда очень страшный, как в картине «За день до». Это были всегда картины, способ самопознания. Мне кажется, что в этом смысле эти фильмы, правильно вы говорите, многие из которых вышли из советской эпохи, и даже по языку некоторые были, по стилистике вышли из советской эпохи. Дальше они искали способ открытия личности в новом времени, очень сложным, очень сумбурным. Но при этом эти картины стали, как говорил правильно Даниил Борисович Дондурей, местоблюстителями. Они связали потоки прошлого кино советского с кино, которое вот придет потом, ради уже бога, пришло. назови хоть одну картину. Да очень много я вам могу назвать давай. подряд. Все картины, вот вы сказали, все картины Абдрашитова и Миндадзе, все картины Муратова. А там были сняты картины, по 3-4 картины. Люди снимали. Негребы картины, картины Дыховичного, картины, да любой возьмите, Котененко. Бобровой, Сакуров, Досталя, собственно говоря. Котененко, вот очень много картин, это все картины были, их очень много, каждый год. Или возьмите вот тот год, когда пришел на кинотавре, был «Любовь и нелюбовь». Тодоровский, который ставил вопрос, уезжать или оставаться, довольно сложный, который остался по-прежнему актуальным. И Рубинчик, Да. трагическая.
потрясающая пластическая история о том, что происходит с человеком вот именно в это время, в отсутствии. По сценарию Ренаты Литвиновой, которая тогда пришла и заявила, как новый язык, новый способ разговора с аудиторией. Это было очень интересно все. Во-первых, Лариса, ты не права, когда говоришь, что вот авторское кино потеряло своего зрителя и занималось самоидентификацией. То есть насчет самоидентификации не буду спорить. Не было никогда, не думали никогда режиссеры про зрителя в советское время и постсоветское. Настоящий автор имеется в виду, да. Ну, настоящие, конечно. Да и вообще система была такой, что никто о нем сильно не думал. Правда, после 14 или 17 миллионов посещений полагалось удвоение гонорара создателям, сценаристам и режиссерам. В этом смысле, да. Тот, кто имел шанс добраться до этой цифры, она огромная по сегодняшним меркам. Но Гайдай тоже не думала о зрителе, ты думаешь? Это его... Он работал в зрительском кинематографе. Ну, В да. этом смысле он о зрителе думал. Ну, каких-то дополнительных мотиваций, денежных ли, или репутационных. Ведь Гайдая неприлично было в советском культурном обществе даже имя упоминать. Конечно. А что касается того, вот этого процесса, да, ну, собственно, Антон все уже рассказал, что да, хлынул, пришел, слава тебе, Господи, вот этот весь мировой кинематограф к нам в дом. Плюс еще какие-то вещи, там, условные дискотеки, музыкальная... Толстые вся эта журналы, тусовка, там толстые много журналы, всего всё было. вдруг. Другая культура. Книжки, да, Издания. сколько там миллиардными тиражами выходили книги. При этом все которые- пиратски также переводили. Весь Стивен Кинг был, например, у нас. Это все Абсолютно. были пиратские Абсолютно. переводы. Абсолютно. Тиражи миллионные. И, конечно, Ну и даже русская это- литература запрещенная есть- прежде. Есть Булгаков. более очевидная причина российское кино. Очень такая прозаическая. Повторю, что кино стоит дорого, даже самое недорогое. А, как я уже говорил, Госкино СССР, которое... Фильмы в Советском Союзе производились за счет государства. У всех фильмов, кстати, был один и тот же бюджет. Я до сих пор не понимаю, как они там... 440 тысяч рублей. Были сложно-постановочные, там 500 с чем-то, но основная масса. Разница небольшая. Выдавалось все это студии. Вот Ленфильм был обязан произвести 19 единиц, так называемых, да, в год. То есть 19 фильмов. Нельзя было ни на один меньше. Ну, это все лишение премии. Плановое почти хозяйство. Плановая экономика. И То, о нельзя чем было мечтают 20. сегодняшние начальники тоже. Нельзя было на один больше сделать, потому что Сейчас как из один чего... с трудом. Да. И то есть оно финансируется за счет государства стопроцентно. Стопроцентно. В нынешних деньгах государство на это тратило 66 миллиардов рублей. В нынешних рублях. 66. Сейчас государственная поддержка где-то 5-6 миллиардов. Ну, советское кино на 66 миллиардов. И это закрылось. Закрылось Госкино СССР, которое распределяло, собственно, эти вот Все, кормушки не заказы. стало. И денег, даже дело не в кормушке, просто ресурс. Но не было же другой системы в экономике, никакой иной, никаких других возможностей же не было. Это расстрельные были вещи. Теневая экономика там, ну, расстрельные, не расстрельные, но в том числе и расстрельные. Не, ну, естественно, Посадить, можно было надолго. Да, легко. И был перерыв до создания, во-первых, был перерыв до создания Госкино России, которое возникло с микроскопическим бюджетом. Вот просто откуда брать деньги? В видеосалонах, во-первых, много не заработаешь, во-вторых, там греческая смоковница, Брюс Ли, вот это все Очень высокая всякие конкуренция, разные. не победить. Невозможно. Невозможно. Как можно что-то противопоставить «Звездным войнам» или «Крестному отцу»? Ничего им нельзя противопоставить. Просто... Или «Индиане Джонсу», которого люди впервые смотрели. Да, кинотеатры перешли на мебель и автомобили. Никакого интернета еще тогда не было этого рынка. За рубеж наши фильмы тоже, ну, понятно, попадали авторские некоторые картины. Ну, фестивали Но это показывали всё- постоянно, фестивали, это происходило. Фестивали, Даже Дюба А Дюба, мы про тогда который в Антон моде писал. были. Был Но момент, это все когда было 8 несопоставимо с бюджетом даже самого дешевого фильма. То есть как? А как? На какие деньги? Да, вот кооператоры года полтора, а не 2, кувыркались, но быстро поняли, что нет там никакой пальмовой ветви, ни денег, ничего. Лучше джинсы. Лучше джинсы. И после этого кооперативного кино все остальные финансовые, скажем так, структуры с финансовыми возможностями сделали свои выводы. И в
черных списках банков того времени, начала 90-х, в списке активов, куда не надо вкладывать никогда, кино гордо на первом месте стояло. Вот туда никогда, ни за что. Потому что произвелись Пропавшие деньги. Да, ни копейки назад, потому что некуда, нет рынка, ничего нет. И телевидение тогда еще даже $2000 не платило, хотя это по тем временам тоже была достаточно смешная сумма. Хотя, конечно, более значительная, чем сейчас. Вот и все. Кино просто физически не могло производиться в достаточно. Кстати говоря, о телевидении. Это тоже интересный момент. С одной стороны, конечно, рынок видео, который был колоссальным. Теневой рынок видео, пиратский. Да. С другой стороны, телевидение, которое рождалось тоже с нуля и заново, оно ведь начало показывать очень много всего. И не только фильмы, но и сериалы. И когда гигантское количество людей, у которых совершенно, возможно, советских людей, у которых не было никакого настроения идти даже на угол за новым фильмом некоего Тарантино или старым фильмом некоего Спилберга, они включали телевизор. Для тех, кто поумнее, там в 90-е годы крутился Twin Peaks уже, между прочим. Да-да. Бесплатно у тебя в ящике дома. Не надо идти в кино билет покупать, там, где мебель рядом продается. А Мыльные оперы. для всех остальных была Санта-Барбара. А еще до «Рабыни Изаура». «Рабыни Изаура» до этого, потом Раньше. «Санта-Барбара», потом бесконечное количество бразильских сериалов. Если каждый вечер в твой дом, в твою квартиру, на твой диван приходит Санта-Барбара, и тебе показывают приключения этих людей, на черта ты пойдешь даже на фильм «Бабник». Показ на телевидении. Беспрецедентный. В мире никогда такого не было. Конечно, Twin Peaks, я это помню, все когда показали каждый день. «Мертвеца» Джармуша. То есть и арт-кино, и для И порой в прайм-тайм широкого показывали. населения сериалы Фантастический бразильские. разгул просмотра был. Я всегда вспоминаю этот парадоксальный факт, которым не все знают, о том, что самый кассовый фильм за всю историю советского проката — мексиканский фильм «Есения». Те люди, которые «Санта-Барбару» начали показывать, они это знали, очевидно. Они понимали, что если начать показывать такое, то так называемые рейтинги, которые тогда еще никто не умел считать, не знал, что это такое, будут настолько зашкаливающими, что все остальное кино, и классику мирового, и, конечно, новое русское, можно отменить за ненадобностью. Они просто не нужны. Ну, хорошо. Тогда у меня вот какой к вам вопрос. Я его сначала сформулирую в самой примитивной его форме, а потом попрошу вас развернуть. Примитивная форма такая. Что помогло кинематографу продержаться это десятилетие и вообще выжить, в том числе производя прекрасные фильмы? Мой маленький ответ, один из вариантов, то, что вот Лариса сказала прекрасное, красивое слово «местоблюстители», то, что были места или явления силы, которые позволяли кинематографу жить. Например, одним из таких мест, хотя там чаще показывали западную классику, был музей кино. Я свое образование киношное получил там, ходя туда. Некая системность, смотрение кино все-таки на большом экране и так далее, некая культура. Безусловно, фестиваль «Кинотавр», который не имел тогда, и сейчас-то, может быть, не имеет, тогда точно не имел никакого коммерческого. Но люди туда приезжали, смотрели фильмы друг другу, раздавали какие-то призы, было ощущение значимости и какого-то процесса. Даже если фильм никакого проката, кроме показа в Сочи, вообще не имел. Ну и, наконец, извините, может быть, вы скажете, что это не было важным, но мне кажется, что деятельность сеанса журнала в Петербурге и искусство кино в Москве, то есть интеллектуальная жизнь вокруг осмысления кино, которая там велась, тоже была довольно важным фактором. Что скажете на это? Ну, собственно, ты все и сказал основное. Что ж теперь? Нет, это ну, правда. Нет, это правда. И мне кажется, что есть, к сожалению, сегодня роль критики, она минимизирована в современном кинопроцессе. И только ленивый режиссер не пнет критика. В 90-е, мне кажется, могли замечать режиссеру критиков или не замечать критиков. Но критики и вообще в широком смысле умная журналистика и критики, они были мостом между кинематографом и умным, тоже не таким часто встречающимся зрителем. Мне кажется, это очень важно. «Кинотавр» в этом смысле был вписан очень серьезно в эту систему. «Искусство кино», несомненно, и журнал «Сеанс» тоже. Но и сами фильмы искали этого диалога. Вот как ни странно, это такой был встречный, мне кажется, поток, и это тоже редко очень бывает. Это был какой-то, были такие интересные, я помню, и в том же музее кино, и на «Кинотавре» огромные были потом с публикациями круглые столы,
столы, дискуссии, потом тоже это как-то все немножечко привяло, в которых Секунду. участвовали. Да, Ну, не до такой степени, когда вот тогда это был такой нерв и драйв. Мы ждали этих фильмов. Это было очень важно их обсуждать. Поэтому мне кажется, что это важно. Вокруг того же брата какая битва была. Вы очень точно обозначили эти места силы, а я бы еще, извините, уж дала такую, опять же, с отсылкой к кинематографу, значит, обобщила бы под такой шапкой. Никто не хотел умирать. Понимаешь? То есть Конечно. никто не хотел умирать. И, ну, сейчас я, наверное, буду просто грубой льстицей, но я должна все-таки указать на вот Сергея Михайловича, который в 96-м году уже показал нам «Брата». Это было, в общем, потрясение. Для меня я поняла, что это вот какой-то новый герой вошел в наше кино. А еще не очень понимала, чего со вторым братом стало все яснее. Это же Но, была в общем, другая эпоха, второй брат. Это было чуть-чуть позже. это позже. Но все равно тогда брат очень сильное впечатление производил. Больше того, было ощущение вот именно такого вот хука, что вот что-то началось. Вот это я с тех пор как бы вынесла. Я вот хочу того только просмотра. уточнить, что вот Лена Михайловна правильно говорит, но это очень важно, но я бы сказала именно, назвала слово «процесс». Вот ты сказал про музей кино. В музее кино, так как я тоже работала в киноцентре в то время, какое-то короткое время, я помню, как в начале музея кино, в начале 90-х, это было такое, локальное, очень маленькое место. Смотрите, как оно вырастало, когда вот к тому с трагическому моменту, когда его закрывали, это был центр кинематографа очень серьезный. Во всех залах какое-то монгольское кино. Могли показывать все, что угодно. Народ уже настолько соскучился, он же сидел на лесенках и на ступенях. Совершенно точно. И это развивалось. И правильно Сергей Михайлович говорит, мы про разное время говорим. Но для того, чтобы это развивалось, менялись институции взаимоотношений кино, в том числе авторского кино, и аудитории постепенно. И мы, видимо, в следующей части уже будем говорить о приходе института продюсирования, но начался этот институт гораздо раньше опять, из таких союзов, как Балабанов и Сельянов, прежде всего. И то, что вот Сергей Михайлович поддерживал, такой странный образ кинематографа, режиссуры. Это было продолжение, мне кажется, его авторской деятельности самого режиссера Сельянова каким-то образом. То есть вот таким образом вырастали эти ветви из авторского кинематографа к кинематографу зрительскому, которым и стал еще до «Ночного дозора» «Первый брат». Можно я добавлю к Ларисе? Опять же, хочу сослаться на Бориса Дубина, который писал в одной из своих работ, что, в общем, как-то сплющились общественные пространства, которые колоссальную роль, мы сами того не понимая, играли для нас. Пусть те же союзы творческие, да, что бы там о них ни говорили, но это были клубы. А потом все это сплющилось, и вот появилось действительно новое, естественно, появилось общественное пространство, это музей кино, которое так зверски было уничтожено. Вот там очень много Собственно, чего и не выросло, восстановился, я могло считаю. бы дальше расти и расти. Абсолютно точно. Елена Михайловна права в том смысле, вот мне очень понравилась эта фраза «никто не хотел умирать». Это вот был основной Главное. движок и драйвер всего. Я бы даже как-то его перефразировал, но уж больно яркая фраза. Не в смысле хотелось жить, а, конечно, это, а что еще? Страсть, хочу. Вот эта энергия «хочу», я хочу делать кино, она, собственно, тащила всех через эти сложные 90-е, в том смысле, что... Я сейчас в абсолютно прагматическом смысле, что инструментов, денег там и людей И было не выхода очень кино, много. да. И выхода кино, и общения со зрителем. Для всех, не для всех, неважно. Его площадка, великая площадка музея кино не могла. Ну, во-первых, это только Москва, извините. Конечно, Давайте конечно. не будем. И, во-вторых, это все-таки, тем не менее, довольно локализованное для тех, кто готов смотреть монгольское кино, это
замечательные люди наши, там, братья по крови, даже если они к производству кино не имеют никакого отношения. Да, Да, это студенты. все-таки, но это все-таки публика не народ, да, далеко не вся. А как это происходило, опять же, в практическом смысле, ну, могу рассказать. Значит, первое, начало 90-х, это CNC, французский фонд, который помог сделать большое количество фильмов, достаточно существенное, я не помню сколько, их, в том числе и «Чекист» Рогожкин, напоминаем мы здесь. Это все было сделано за французские деньги, за что им большое спасибо. Да уж. Там и Чухрай, по-моему, я сейчас не помню, и Масленников что-то за эти деньги. Это оформлялось как копродукция. По-моему, В России... «Зимние вишни», по-моему, нет? Не помню, Да. не буду врать. Может быть. Россия делала вид, что она тоже вкладывает какие-то деньги, ну, Россия в лице новых компаний, ну, уже частных, уже. Ну, французы, возможно, это понимали. Неважно, того, что они присылали, было достаточно, чтобы снять, потому что, конечно, стоимость производства была относительно невысокой ввиду понятных причин. Очень многие, не только режиссеры и продюсеры и так далее, готовы были работать, вот, да, ну, просто потому Актеры что готовы это... были сниматься, все, все хотели конечно, все делать. конечно, все испытывали жажду. Ну, дальше как-то это с помощью, тем не менее, Госкино России, с небольшими очень субсидиями, но, тем не менее, которые давали, опять же, возможность в огромной степени на энтузиазме, на привлечении каких-то средств друзей. Рынка-то не было. Вернуть это ничего не было нельзя. Его по-прежнему не было. Да, телевидение покупало за 2-3, а потом НТВ и аж до $8 тысяч, что уже какие-то были деньги, но от 4 до 8 у них так как-то было. Но, тем не менее, этого было недостаточно. Кто-то собственные бизнесы, ну, вот как, например, я, компания СТВ, ну, какие-то параллельные в России, тогда можно было легко зарабатывать деньги, вообще-то. И я там сам себя инвестировал, чтобы что-то делать. Потом удалось на короткое время вытащить из тени, ну, не весь, конечно, ну, вершину пиратского рынка видеокассет, VHS, VHS. Мне кажется, это стало началом превращения всего этого в рынок. Самым началом, самым первым каким-то шагом. Я этим прям горжусь, поскольку сделали Конечно. это мы с моим партнером Игорем Каленовым на картине Рогожкина «Операция с Новым годом». Рынок был пиратский, самые большие пиратские компании чуть-чуть показывали, но они слишком были крупные, да, чтобы совсем прятаться, чуть-чуть показывали легального такого сегмента и говорили нам, что, ребят, ну, готовы мы, да, заключить договор, выплатить вам деньги, но больше $5000, а все в долларах мерили, ну, поэтому мы сейчас их употребляем. За русский фильм, ну, Unreal. Ну, просто считайте за счастье. Мы понимали, что это не так. Каких-то цифр, аналитики у нас не было. Понимали, что это не так. Понимали, что там есть деньги. И когда стали делать фильм Рогожкина «Операция с Новым годом», комедия с очень смешным сценарием, а главное, что он стоял на плечах на тот момент гиганта фильма «Особенности национальной охоты», на который все пираты заработали колоссальные деньги совершенно. Первый по-настоящему массовый Да, хит 90-х да, годов. да. Первый, мне кажется. Абсолютный хит, да, да, бесспорно. И мы говорили, фильм Рогожкина, вот сценарий, если интересно, читайте, неинтересно, это комедия. Начальная цена $100 тысяч. Вместо 5. Выиграла компания за 150, одна из компаний за 150. И мы поняли, во-первых, что это вот объем утопии. Понятно, что это все равно, только Это не только все верхушка, далеко. мягко. Нет, собрал он 500 в результате. Ага. Уже это была минимальная гарантия, это не была флэт-сделка, это вот как бы вот, да, дальше роялти, понятно. Разведка боем. Разведка боем. И благодаря этому стало ясно, что до $200 тысяч бюджет может быть покрыт вот этим легальным сегментом рынка.
И появилось вот эти малобюджетные, но тем не менее какое-то количество фильмов, которые тоже были актуальны, там тоже были любопытные фильмы, такие жанровые. Понятно, что это было нацелено в зрительскую аудиторию. Ну, на взлете этот процесс был убит дефолтом 98-го года, продолжалось это всего года 2. Ну, картин около 20, наверное, было сделано по этой модели приблизительно. И дальше дефолт, это уже конец 90-х, не знаю, стоит ли продолжать дальше. Ну, в общем, дальше был в самом конце 90-х годов некая схема, которой пользовались все министерства и ведомства. В последнюю очередь она докатилась до кинематографа. Она была абсолютно законной, при этом абсолютно кривой. Это я даже ее затрудняюсь описать. Какая-то вексельная схема, правительство с министерством, что-то, чем-то, как-то. В общем, люди на этом делали какие-то колоссальные деньги, что-то из этих денег упало и в кинематограф. Мы на этом останавливаемся в этой части и перейдем к медленному вставанию с колен, наш любимый сюжет, в следующей, заключительной части нашего Жалко, разговора. никого нет, кто бы пропел эту прекрасную песню. В 1992 году режиссеры Сергей Сельянов и Алексей Балабанов, а также Василий Григорьев и киностудия «Ленфильм» утверждают кинокомпанию СТВ. Основной вид деятельности – производство и продвижение новых фильмов. С ней в разное время сотрудничали такие российские кинорежиссеры, как Алексей Балабанов, Сергей Бодров-младший, Александр Рогожкин, Филипп Янковский, Павел Лунгин, Клим Шипенко и другие. За годы существования студии Сергей Сельянов спродюсировал более 80 фильмов. СТВ до сих пор остается одной из самых успешных кинокомпаний России. Мы переходим к нашей третьей части разговора. И, собственно говоря, в полушутку обещал, что мы будем говорить о вставании с колен. Никто не знает, что это за колени и как с них встают. Все это совершенно абстрактное какое-то нечто. Но попробуем перейти к конкретике. В чем конкретика? В том, что, конечно, когда мы жили в период этого междуцарства и 90-х, с одной стороны, никому не хотелось смотреть российское кино, когда было много разного другого кино, в том числе по телевизору. С другой стороны, киносмотрение стало национальным спортом. Не было людей в стране, которые не смотрели постоянно кино или телевидение, то есть люди были на это абсолютно подсажены. И, наверное, это какой-то закон психологический или социологический, не знаю, то, что в какой-то момент людям хочется, как Лариса сказала о зеркале, да, увидеть на экране себя или таких себя, какими они хотели бы быть, или какими боялись бы быть. И начал возвращаться интерес к российскому кино. И это возвращение тесно связано с двумя фамилиями и двумя конкретными фильмами. Это режиссеры Рогожкин и Балабанов. Оба были товарищами и подопечными, если говорить о Сельянове как о продюсере. Сергей Сельянов, студия СТВ. Рогожкин сделал фильм «Особенность национальной охоты». Балабанов автор уже нескольких тоже картин, таких авторских, довольно радикальных, необычных, с Беккетом и Кафкой где-то там. «Счастливые дни». В «Счастливые дни» по Беккету, как бы по Беккету. И «Замок», в котором они вместе с Сельяновым дописали Кафку, посмели. Вот. После этого появился фильм «Брат» в 1997 году. И это был уже конец или третья треть 90-х годов, когда, может быть, еще не было понятно толком, как это монетизировать, но стало понятно, что есть те новые русские фильмы, которые опять публике нужны. Уж точно не меньше нужны, чем когда-то, не так давно, за 10 лет до того, «Асса» или «Маленькая Вера». Просто по-другому, потому что система проката к этому моменту была разрушена, никаких способов донести этот фильм легально до всего народа и заработать на этом, по всей видимости, не было. И давайте поговорим о том, как же это начало происходить. Вот это вот желание людей смотреть русское кино и способность молодых режиссеров нового поколения делать это кино, как они все-таки встретились и начали постепенно, невероятно медленно превращаться в то, что сегодня мы имеем в качестве индустрии. Наверное, будет логично дать первое слово Сергею Сельянову. Я думаю, ответ здесь простой и не знаю, насколько он системный. Бессистемность наше все. Да, просто два очень талантливых человека, режиссера,
Рогожкин и Балабанов, как-то вдруг повернули какие-то правильные ключики, что-то у них включилось, что-то они прочувствовали, пропустили через себя, и появились две картины, которые действительно вызывали сердца зрителей наших. А это всегда важно, быть пророком в своем отечестве, ну, быть принятым, понятым, любимым даже в своем отечестве. Вот у них это просто получилось. Роль личности в истории В России всегда была огромной. и так далее, да. И если Балабанов стал военным переводчиком, а Рогожкин художником, это первое их образование, да, ну, возможно, и не было бы этого. То есть кино бы существовало бесспорно, но вот таких ярких, маркирующих это время фильмов, возможно, и не было бы. Я вот так к этому отношусь. А влияло ли на это время обстановка, как-то оно готовило их к этому выбросу энергии кинематографической, не знаю. Может быть. Вот это один уточняющий вопрос, не могу не задать. Когда делали фильм, ну вот вы продюсер. Режиссер, он не должен ни о чем думать, кроме как о том, чтобы свой замысел воплотить на экране. Но продюсер, как нас всех учили, мы привыкли думать, человек, который сразу думает, как на этом можно будет заработать, хотя бы многие ли люди это будут смотреть. Нет, как сделать фильм? Тогда о рынке, о заработке, оно и сейчас-то вопрос, понятно, мягко говоря, закавыченный сильно. Заработать в кино очень сложно. Но тогда об этом вообще не было речи. Была задача сделать фильм. Да, вот на это были все нацелены, сосредоточены. Но вот мысли, это будет хит, это люди будут смотреть, там, эта фраза станет крылатой. Эти мысли не посещали, это все стало каким-то шоком и удивлением, когда это произошло? Конечно, нет. Мы просто старались сделать хороший фильм. И с Сашей, мы, кстати, с ним делали «Особенно социальной охоты», продюсер «Глутва», Ленфильм, да, мы с ним делали «Рыбалку», «Блокпост», «Операцию с Новым годом», «Кукушку» и так далее, да, но так, ну, это важно, тем не менее, отметить для корректности. Сделать фильм, все. Если есть ощущение, что это фильм хороший, то обязательно надо это сделать. Будет, ну, есть шанс, что он как-то, что он, выражаясь нынешним языком, хотел сказать, зайдет, опять же, неправильно. Нет, куда заходить? Кинотеатр первый появился в 96-м году, так называемый современный. Это кодек «Киномир», да, в приспособленном помещении в «Известии», в здании «Известия». То есть даже нельзя сказать, что это прямо уж кинотеатр. Ну, кинотеатр, тем не менее. Показывать это негде. Там, кстати, была премьера фильма «Брат», на который пришел так четверть зала. Я все-таки кино сняли, ну, надо же премьеру как-то сделать. Ну, вот сделали. Половина своих. Четверть зала. Нет, мы всегда посмотрели, все прошло очень спокойно. Мы, собственно, ничего и не ждали, поэтому не было никакого особого от кинопремьеры. Не было кинопроката. Удалось собрать с трудом большим денег на фильм «Брат», потому что никто не верил в этот сценарий. Из друзей, коллег могли бы собрать с миру по нитке, но удалось. Я не думаю, что это что-то означает. Переход к какому-то зрительскому кинематографу, переход к какому-то продюсированию как бизнесу. Да? Нет. Эти вещи не связаны. Это произошло позже, в нулевых. Это просто благодаря этим людям, и не только им, конечно, мы все-таки получили национальный кинематограф. Он становится национальным, когда действительно от Владивостока до Калининграда, что называется, люди что-то принимают, и им это важно. Им это необходимо даже. Это тот витамин, который они, вот как собака травку ищет, которая ей нужна там в данный момент, и вот вдруг они ее находят. Это счастье для режиссера, для продюсера и так далее, когда это происходит, потому что вообще не за денег, потому что не было никаких денег. Не из чего было возвращать эти деньги, кроме тех же ВХС-кассет. И мы наблюдали, они были, да, вот благодаря кейсу, о котором я уже рассказывал, появился все-таки какой-то небольшой, легальный рынок видеокассет, и мы видели, вышел 5 июня, как сейчас помню, с компанией «Премьер» мы это делали. И мы так
смотрим, как... Мы понимаем, что мы сделали хорошее кино. Ну, все. И мы видели, как июнь, июль, август, эти продажи растут. Эта компания «Премьер» была как раз исключительно легальной. Она была единственной среди них, она была позже других создана, и как-то она вот... Первая легальная. Первая легальная и, в общем, единственная. Да. Потом уже и ВХС. И где-то к сентябрю мы поняли, что мы сделали что-то, что, оказывается, вот, оказалось очень нужным всем нашим соотечественникам. И в том числе и деньги вернулись. Ну, по-моему, не более того. Я уже сейчас не помню финансовый результат. Мы про это не думали тогда. Если деньги хорошо и какие-то возвращались в рынок, то это было только для того, чтобы вложить их в следующие, опять добавить и вложить в какие-то следующие картины. Вот, собственно, если говорить о рынке, о кино как о бизнесе, о кино как... Вот в вступительном слове цензура денег прозвучала, переход от цензуры к цензуре денег. Не было никакой цензуры денег. Она появилась в поздних нулевых. То есть цензура зрителя. Ну, вот даже не цензура, просто вот зритель строит строже, чем любой административный. Это когда есть рынок. Когда рынка нет или когда он теневой, то да, мы ничего об этом говорить не можем. И это правда. Цензура была, ну, это, естественно, ограничения, связанные с деньгами, были связаны, собственно, с такими банальными. Не хватает денег. Цензура отсутствия денег. Цензура отсутствия денег, да, которая не позволяла там реализовать все планы и все такое. Но мы не... Я не помню, чтобы я когда-то страдал от этого. В том смысле, что, ну да, сейчас так, ну как. Но мы все равно будем делать кино. Мы все равно его сделаем. Если сценарий, идея, режиссер, они вот все это стоит того, то это будет сделано. И ни разу осечек в этом смысле не было. Я, кстати, хочу сказать, что в какой-то степени и особенность «Национальной охоты», совершенно в другом жанре, и «Брат». И еще третий я назвал бы фильм, такой тоже спящий народный хит, который был народным в отсутствие широкого проката, но стал как бы вирусным. Это фильм Говорухина «Ворошиловский стрелок», вышедший тогда же, по-моему, в 1997 году. Да, во всех трех случаях мы видим человека с оружием. И если в случае с особенностью «Национальной охоты» все-таки оно охотничье оружие, то тут у нас киллер и пенсионер-мститель. Это человек не от власти, не из власти, не военный, не спецслужбист, и даже... ну, можно сказать, бандит, но не совсем бандит. У бандитов своя система. Эти системные бандиты пришли вместе с «Бригадой» и потом другими фильмами. Все-таки «Брат» в какой-то степени, Данила Багров, это одиночка. А это наш сосед, который взял просто... Совершенно верно. Как один, так и второй. Как молодой, так и старый. Сыгранный Михаилом Ульяновым. Последняя вот такая, ну, можно сказать, великая роль. Вот. И о чем это говорит, как, друзья, вам кажется? Можно я скажу? Мне кажется, что вообще вот произошло интересно, если я вот только сейчас об этом стала думать, о том, что вот этот авторский кинематограф 90-х ближе к концу века стал оформляться все больше и больше как жанровое кино. И именно что авторский, и именно как жанровое. Или хотя бы играть в это. И именно как жанровое. И именно талантливые люди авторского кино, такие как Балабанов, такие как Рогожкин, они действительно очень талантливые. Такие как Сорокин, который снял «Тоталитарный роман» тоже в конце 90-х. Интересная картина. Она-то, кстати, не стала хитом, но это очень мощная картина, много объясняющая. Бодров, который снял в конце 90-х «Кавказский пленник». То есть это, с одной стороны, проблемные все фильмы. Они же все очень серьезные, затрагивают глубокие, глубинные проблемы российского общества. При этом они все двигаются в жанр. Ты очень интересно заметил, правильно заметил, что появилось вот это оружие в кинематографе. Почти во всех фильмах, и в «Кавказском пленнике», и в очень многих картинах. В «Блокпосте» там было в той или иной степени оружие магафином становилось очень таким серьезным каким-то элементом действия, потому что люди уже стали искать, может быть, неправильный выход, но какой-то выход действенный, хотя в 90-е до этого кино это было кино рефлексии. Поэтому в этом смысле очень важно. И когда, я помню, кто-то из критиков, сейчас не скажу кто, заметил, когда вот анализировали эти фильмы, о том, что чернуха 90-х, а там действительно было очень много черных фильмов, помимо таких, превратилась в чернозем нового кино нового времени.
И если бы не погибли, как мне кажется, такие крупные режиссеры, как Луцик и Саморядов, к примеру, Никита Тягунов, ну, в общем, талантливые люди. 90-е, надо сказать, вообще было такой страшным многие молотиловым, сгинули. Причем я заметила странную вещь. В каждой профессии погибали практически ведущие художники. Режиссеры, да, которых я уже назвала, критики замечательные, Добротворский и Ерохин, сценаристы Надя Кожушана. Они все молодые люди, они все ушли в таком расцвете в самом. Поэтому это тоже такой трагический обрыв времени. И, кстати, последним фильмом, одним из самых последних, а может быть и последним фильмом столетия стал «Молох» Сокурова, который тоже в каком-то смысле подвел черту времени. И для меня, для Сокурова, это довольно жанровый, ну, как мне кажется, такой довольно жанровый фильм, который осмысляет прошлое. Ну, во всяком случае, внятно. Но мы уже сказали о том, что вот эта привязка к прошлому, она тоже оказалась такой пуповиной, которую не разорвать. Хорошо ли это, плохо ли, не знаю. Но Ну и «Брат по факту первый» — это, фильм. конечно, хит, но это и авторский фильм в каком-то смысле. «Брат», ну и потом и «Ворошиловский стрелок», ну, прежде всего «Брат». Это вот первое кино за все это время, уже постсоветское, где режиссер как бы поймал социальный заказ, вот коллективное бессознательное. Дело в том, что уже в 1997 году что-то такое вот подвинулось в каких-то сферах, которые мы не можем рассмотреть и не всегда можем почувствовать. Но, во всяком случае, было уже чувство утраченной социальной справедливости. И вот тут вот появляется в лице этого совершенно обаятельного, прелестного парня. А, кстати, мне кажется, что все началось с того, когда Алексей увидел Сергея в фильме «Кавказский пленник», и они тогда начали вместе работать. Потому что он увидел там своего героя. Это вот сочетание совершенно таких пухлых детских губ и снайперской точности. Потому что появился ведь кто, по сути дела? Это защитник. Это народный защитник. Это уже, ну, во второй части будет совсем ясно, ну, по моей, конечно, концепции, что это фольклорный герой. Ну, абсолютно современный. Фольклорный есть, и он стал фольклорным по факту. Он не только и по факту был стал, так задуман, да. но он в него Братом превратился. каждого. Поэтому вот это, как бы, так сказать, такое вот опережающее видение, не знаю, можно было бы, уже не расплылось Балабанова, что он при этом думал, но это поразительный такой вот гандикап, как он сразу врезался в то, что вообще вот, что происходит с этой вот массой на уровне бессознательного. И поэтому он так точно достал эту аудиторию. Поэтому, ну, не «Брат один», а «Брат 2», он до сих пор держится в этой десятке лидеров проката. Вот сколько лет уже с тех пор прошло. Ну и «Ворошиловский стрелок» — это, в общем, примерно то же самое. Это тоже одиночка, герой, который мстит. Один человек с ружьем. У меня есть своя теория, может, она очень такая поверхностная, но она у меня есть, что вот героем конца СССР и начала 90-х годов его воплотил во многих фильмах Олег Меньшиков, что Меньшиков так символически принял эту эстафету в финале фильма «Полет во сне и наяву». Героем вот этого «Без времени» был Олег Янковский, тут появился Меньшиков, совсем юный. Ну и дальше череда фильмов, которые вы все знаете, вплоть до «И утомленных солнцем», и та же «Дюба-Дюба», немножко забытый фильм Александра Хвана, по-моему, замечательный, ряд других картин. И потом появляется в середине десятилетия «Кавказский пленник», где Меньшиков, погибающий, передает эту эстафету Сергею Бодрову. Да, и мы проходит об этом думали, год, да. и появляется брат, и Бодров, до этого тоже снимавшийся мальчиком, совсем становится героем Давай поколения. только не забывать, что в «Предтече Бодрова» еще был Цой в «Игле». Нет, конечно. Тоже но отдельный Цой был- герой и очень похож. Это правда, но Цой был героем и за пределами фильмов, в которых он снимался. Поэтому просто так он получилось, мы же всегда говорим про кино, стоит и- отдельно. Но, безусловно, это так. Очень Раз интересно. уж ты сказала о Цое, то надо сказать о том, как связан Балабанов, как связана студия СТВ с роком, с Свердловским роком, Екатеринбургским, с которого Балабанов начинался.
насколько рок-музыка была важна в появлении «Брата 2», собственно говоря. И в первом «Брате» вирусном, в первом, конечно же, тоже. Там Наутилус Помпилиус один из главных героев, но во втором это уже целый рок-фестиваль. Вот. И, конечно, безоценочно попробую сказать, но мы говорим о 90-х. 90-е закончились с уходом Ельцина и приходом Путина. И я очень хорошо помню рекламу в московском метро, думаю, что она была не только в московском метро, где было написано, что Путин наш президент, Плисецкая наша балерина, и, значит, Данила Багров... Наш герой. Наш брат, Я сказала, наш брат, конечно. Что еще и с уходом последнего героя, нашего брата. Да. Вот. И приход Путина, который, конечно, был не Путиным, конкретным человеком с своими конкретными свойствами, хорошими или плохими, кому как нравится, неважно. Он был совершенно неизвестным человеком, но те надежды, которые на него возлагались, безусловно, были примерно теми же, которые возлагались на этого фольклорного персонажа Данила Багрова. В этом, я думаю, никто не усомнится, что это было именно так. Вот. Я очень сомневаюсь. Да, я думаю, что вот это... Такое нет. Я думаю, что вот это вот «мочить в сортире», которое очень громко да? прозвучало, В этом смысле? конечно, Данила Багров в глазах очень многих людей был тот человек, который злодеев мочит в сортире, не дожидаясь, пока какой-нибудь небесный ООН вынесет свой собственный вердикт и скажет, можно мочить или нет. Именно это и есть идея народного мстителя, разве нет? По-моему, со всей очевидностью так. На чем и как вам кажется, закончились 90-е? Может быть, они продлились немножко в нулевые. Для меня вот этим моментом перехода в новую эпоху стал именно «Брат 2». Я как раз поклонник первого «Брата» и не второго, в отличие от вас, Елена Михайловна. И я надеюсь, что Сергей меня простит за это. Я просто хочу сказать о том, что для меня тогда даже, я не был еще кинокритиком, ну или совсем юным был начинавшим, «Брат 2» сразу выглядел уже как коммерческий проект, безусловно, очень успешный, в отличие от первого «Брата», который выглядел как проект романтический. И этот переход с одним и тем же персонажем от романтического проекта к коммерческому и был для меня, и до сих пор, мне кажется, вот таким символическим шагом, символической границей между кино 90-х, которое все-таки очень сильно было пропитано этим романтизмом, при всем поначалу таком наивном капиталистическом духе, но он тоже был романтическим, этот капиталистический дух, это был не настоящий воображаемый капитализм, к нулевым, когда уже постепенно, но отчетливо в это все стали приходить деньги и расчеты. Как это попроще объяснить? Ну, самое простое, чтобы было понятно, что этот фильм принесет мне, продюсеру, «Брат 2», при небывалой популярности. И первого «Брата», и ожиданий небывалого второго «Брата», он принесет мне существенные убытки. Ну, так оно и случилось. Первый год реализации, во всяком случае, во всем мире принято считать прибыль и убытки по первому году реализации фильма. Хотя он, если он получился, он потом живет, и, слава богу, в этом смысле работает. Потому что бюджет был абсолютно неадекватным тому, потому что в Америке довольно длинный фильм, ну, относительно, по тем временам. Съемки в Америке, все это было неподъемно абсолютно. И меня даже вытеснились от какого-то ужаса. Как я его сумел профинансировать? Я не понимаю, как это случилось. Потому что я рассчитывал на партнеров и был уверен, что после «Брата» они, конечно же, будут. Их действительно было ровно 9. К началу производства не осталось ни одного. 9, в смысле, на выбор. Не одновременно 9, а вот я мог с этими, вроде мог с этими, и в результате не осталось ни одного. То, что мы сделали, благодаря группе, ее самоотверженности и, опять же, вот этому энтузиазму, всему это, ну, в общем, отдельная история. Действительно, то, что это по замыслу уже более осмысленно зрительский фильм, чем первый, который, конечно, авторский, который делался просто потому, что вот вроде хорошая история, вроде правильная, в условиях малобюджетного кино, ну, сколько она современная, она не очень дорогая, и все это. Мы делали просто хорошее кино. Здесь как-то нам нужно было не обмануть ожидания зрителей, которые «Брат 2», «Брат 1» полюбили. Мы понимали, что тем же способом, это был выбор, опять же, он не столько зрительско-коммерческий, сколько вот не обмануть. Мы понимали, что нужно его делать другим.
Это другое. Они разные фильмы. Для нас они абсолютно разные фильмы. Прям вот, ну, слово «абсолютно» может избыточно, ну, чтобы подчеркнуть. Другим. И вот таким, более легким, с этой музыкой в колоссальном количестве, что Лавров просто сказал: слушай, я, говорю, давай напихаю туда столько музыки, сколько влезет. Я как-то понял сразу, про что. Он говорит: да, давай. Мы всем этим занимались. Какие-то еще, вот его, вот просто чтобы не обмануть, чтобы не получилось так, что сделали второго брата и как-то... Да. То есть не повторяться. Потому что повторяться всегда сложно на том же уровне, на котором там тебе удалось достичь какого-то успеха. Вот. То есть идеологически это был, да, это был выбор в сторону зрителя. Такой сознательный поворот к тем, кому понравился, полюбился первый брат. В смысле бизнеса, коммерции, денег как таковых, это было такое головоломное, заведомо обреченное, в силу разницы между бюджетом и любой емкостью того рынка. Он вошел в кинотеатрах, тогда уже кинотеатров 10, я не знаю, там 30 уже работало. Ну, фильм вошел в пятерку, там, среди прочих, по итогам года. Блок бастеров американских. Собрал он $1 миллион. Это значит, что нам досталось там 1400. Стоил он, сколько половину забирает кинотеатр, есть расходы там на рекламу, туда-сюда. Стоил он $1 300 000. Нечеловеческие деньги в то время. Нечеловеческие. И, в общем, ну, опять взялись, прокорректили, что мы будем это делать. Ну, и надо было это делать. Вот мы это сделали. Потом он в дальнейшие годы набрал, и в том числе стал успешным, да? В коммерческой точке зрения. ВХС, и потом стал подниматься в начале 2000-х рекламный телевизионный рынок, и цены на телепоказ выросли там с $10 000, скажем, до 200 на там 1-2 показа, я сейчас совсем детали не помню. Так что все в результате в этом плане окончилось с точки зрения бизнеса нормально, но это уже не эти мотивы нами управляли. Ну, это у нас почти хэппи-энд вырисовывается. Лариса, Елена Михайловна, ваша маленькая эпитафия и конец нашему разговору и 90-м годах, о которых мы говорили сейчас. То, о чем сказал Сергей Михайлович, это важно. Переход самого одного брата во второй брат тоже закономерная сама по себе история, очень символичная, то, как развивалась эта история. И в этот момент зритель, который уже начал узнавать свое кино, совпало это время удачно с тем, что стали открываться кинотеатры, и «Брат» и «Ночной дозор», который вышел, я помню, на Новый год, начались в кинотеатры. В 2005 году. Да, но это уже потом. Но вот уже начиналось вот это вхождение зрителя в кино. Я помню, у нас как раз где-то в нулевые, в начале, в самых вот или в 90-х, в конце уже стали строить вот этот мир. Он уже открывался или уже открылся тогда по-новому, потому что там ничего не работало. Стал работать кинотеатр. И вот эта культура возвращения, смотрения в кино совпала, опять же, с постепенным вымыванием хорошего кино из телевизора. И вот так все умирание видеорынка, опять макро все эти процессы совпадали с процессом развития своеобразным самого кинематографа. Очень сложным и очень интересным. Ну, я бы еще сказал такую сухую, неинтересную, неромантическую вещь о том, что легальное сознание начало, прям щелчок произошел, оно начало появляться. Я очень помню момент, когда был выбор между кассетой нелегальной за 100 рублей и легальной в красивой, правда, обложке за 300 рублей. И сначала мы задавали себе вопрос, что мы идиоты втрое больше платить. А потом мы стали покупать и сравнивать качество. И увидели, что качество совсем другое. Качество изображения. Тогда еще речи не шло о хорошем переводе. Везде был дубляж, разумеется, в основном очень среднего качества. Но это произошло. Потом то же самое в кинотеатрах. Еще были такие полукинотеатры, где фильм показывали непонятно с каких носителей и как, с ужасным изображением. Стали появляться кинотеатры уже с хорошим звуком и изображением. И билеты были гораздо дороже. И люди стали готовиться к тому, что можно заплатить дороже за лучшее качество. Это сначала не было очевидным. Казалось, что где дешевле, там и бери. То есть постепенно стали приходить
деньги, стало приходить это правовое сознание тоже. Елена Михайловна, ваше заключительное слово. Значит, 90-е – это нечто абсолютно непостижимое и неохватное. Поскольку я сейчас занимаюсь этим проектом, я никак не могу выйти из 90-х, потому что все время вытаскиваются какие-то сюжеты, без которых невозможно обойтись. Согласен, да, Сереж? Поэтому для того, чтобы как-то заключить, я бы сказала так, что 90-е это был какой-то колоссальный плавильный котел, где по воле создателей или просто по какой-то надличной воле происходил какой-то фантастический эксперимент, который мы еще до сих пор не оценили и не заценили те артефакты, которые нам остались. Вот что я скажу о 90-х. И потом был запрос со стороны Антона Владимировича, а вот что вот в самом конце, вот на пограничье, вот вдруг образовался новый фильм, и где был совершенно новый язык. Вот тоже вам скажу. В 2000 году выходит картина по сценарию Сорокина «Москва» в постановке Конечно, Саши конечно. Зельдовича. Который И вот снимался тут очень долго, но вышел именно в 2000-м. Именно в 2000 году. Абсолютно новый язык. Абсолютнейший постмодернизм, с которым вот мы столкнулись, и получилось так, что мы, прямо скажем, наша критика не умеет распознавать и анализировать постмодернистские произведения. Ну, хоть сейчас мы этому учимся, скажу в качестве самого последнего штриха то, что именно фильм «Москва» был первым публичным политическим скандалом, связанным с кино. Его запрета требовали инициативные группы, по счастью, не добились, но это была вот такая вот первая ласточка. Друзья, огромное спасибо всем за этот разговор. Сегодня в нем принимали участие Елена Стешова, Сергей Сельянов, Лариса Малюкова и я, Антон Долин. Спасибо всем.